также отметить, что вот, так важно нам, встречаясь каждый год, каждое десятилетие с совершенно такими неожиданными новыми изменениями в нашей цивилизации, одновременно искать вечного обновления тех истинах духовных, которые являются вневременными, которые являются и не только древними, но и вечно юными, как в том же самом псалме говорится: «Обновится Яхваля юность моя». И мой доклад отчасти есть попытка встретить и еще раз рассмотреть такие вечные и древние, и юные важные моменты нашей жизни. А именно, все мы знаем, переживаем детство, и мы понимаем, что это есть важнейшая и очень значимая часть нашей жизни, определяющая часть нашей жизни. И практически все мы вместе с вами, присутствующие, являемся взрослыми людьми. То есть мы есть те, которые перешли из состояния детства в некоторое другое состояние. И вот об этом и вчера говорилось, и сегодня, я думаю, что говорили, хотя я, к сожалению, в начале сегодняшнего дня. Хотелось бы задать себе вопросом: кто мы, кто вокруг нас, кто наши ближние, кто мы, взрослые ли мы, и дети ли мы, есть ли у нас нечто похожее, как на детскость, есть ли у нас то, что можно назвать взрослостью, насколько важно нам сохранить наше детство, нашу детскость. Как христиане мы пытаемся наметить ответ на эти вопросы. Первое – это детство как воспоминание о божественном саде. Для содружества и участников, и гостей Успенских чтений, которые уже являются собой доброй традицией и важное событие в нашей духовной и культурной жизни, тема 11 чтений вызвала, смею полагать, живейший интерес. Чем взрослее и старее мы становимся, тем острее мы переживаем собственное детство, а затем и детство наших детей. Как своеобразный золотой век, тем более ценим те радости и открытия детства, которые во всей искренности и полноте проживает ребенок, и который уже не способен пережить взрослый. О чем же в таком трогательном и дорогом в детстве тоскует наша душа, взрослая душа? Постараемся здесь собрать самые драгоценные жемчужины детского бытия. Попытаемся ответить, как эти ценности возможно сохранить и приумножить в зрелом возрасте. Дари детства – благодарное и радостное переживание. Наш мир, увы, далек от совершенства. Но мы видим, насколько наш Творец благ и человеколюбив именно по дарам детства. Какие же главнейшие из этих даров? Во-первых, это дар жизни. Только ребенок способен так искренне и полнокровно переживать жизненный поток каждого прожитого дня, не отягощаясь им, оставаясь при всех несовершенствах жизни открытым и чистым сердцем. При этом самым ценным является открытость ребенка, радость и удивление в переживании этого потока. Важнейшим духовным даром есть естественная религиозность детства. Замечательный подвижник, пастырь, философ и педагог, наш земляк Всеукраинский писал: в детской религиозности особенно поразительна простота и естественность, с какой душа обращается к Богу. Дети по природе своей ближе к Богу, как к Отцу Небесному. Они непосредственнее и прямее чувствуют Его, чем мы. Область мистических переживаний, религиозный опыт не отделены у них от реальности, так как отделены у нас. Интуиции смысла в мире, как простейшая, но и основная религиозная интуиция, открывающаяся детям с неповторимой красотой, единства в гармонии в мире, дается им без всяких усилий. Добавим к этим словам на основании некоторого пастырского опыта, что дети имеют естественную потребность в чистоте сердца, желание преданного служения и благодарности. Касаясь еще темы детской религиозности, вспомним о той детской добродетели, о которой говорит сам Спаситель, как необходимый для вхождения в Царство Небесное. Это способность к умолению.
Матфея, глава 18, стих 4. Итак, кто умалится к дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Умоление, как действие души, противоположное самоутверждению и самодостаточности. Такое умоление или смирение необходимо для духовной открытости восприятия Божьего благословения. Очень важными дарами детства являются дары общения. Конечно, наиболее очевидными являются искренность, открытость и непосредственность. К важным дарам отнесем также способность к запечатлению и неосуждению. Способность к запечатлению – этот дар помогает детям удивительно точно и тонко схватывать и принимать суть отношения взрослого к миру и характер отношений между людьми. При этом ребенок не оценивает критически происходящее, не воспринимает свой малый опыт как достаточный для соотнесения происходящего с этим опытом. Ребенок склонен оправдывать взрослого и доверять ему. Замечательно и удивительно, что тема настоящих успенских чтений тесно связана с предыдущими. И тема семьи, первое чтение, семья Протоиерейских общества, и с темой солидарности поколения в 2004 году, и с темой дружбы 2007 года, и с темой праздника 2010 год. Постараемся показать, как содержание прошедших форумов близко к настоящей теме. Как продолжение религиозного читания Отца Небесного, детям присущ дар почитания родителей. Ребенок наполняется доверием к родителям и преданностью им. На самом деле детская любовь к родителям бывает гораздо более бескорыстной и, наверное, и верной, чем любовь родителей, поскольку родители часто ищут своей любви к детям и хотят сделать детей подобными себе. Дети солидарны с родителями, если родители реализуют свою жизнь в согласии с декларируемыми смыслами, то есть когда у них есть правда жизни. И если жизнь, эта жизнь, благодаря этим смыслам становится наполненной и настоящей. Особенно хотелось бы обратить внимание на детский дар дружбы. Редко, когда взрослому удается так легко и просто обретать друзей, как ребенку. Почему же их так легко отзывчивы на призвание дружбы? Настоящая дружба есть там, где есть скромность, терпение и сила доверия. Где есть открытость и готовность соприкоснуться с иной жизнью. Где есть радость жизни и готовность разделить эту радость с другими. Если дети научаются такой дружбе, то они способны сохранять ее в зрелости и открыты к обретению новых взрослых друзей. Ценнейшим детским даром есть дар игры. С одной стороны, увлекательность игры для ребенка есть признак гибкого, символического и мифологического сознания ребенка, которое легко и пластично воспринимает, эмоционально порождает и преображает различные образы и смыслы. Кроме этого, доброкачественные и имеющиеся народной традиции детские игры готовят к жизни, научают спокойно относиться к перемене жизненных ролей, к выигрышам и проигрышам. При правильном воспитании и проносность детского сознания гармонически дополняется и затем замещается другими ценными качествами. В первую очередь способностью к учению, труду. Но сохраняется такая иконосность и в детском, и во взрослом возрасте, обогащает взрослую личность способностью к импровизации и творчеству. Нельзя не отметить о том, что здесь уже говорили, и детский дар ученичества. Ребенок способен учиться охотно, с радостью. Если обучение построено так, чтобы раскрыть целесообразность и красоту богозданного мира, процесс обучения обогащает внутренний мир ребенка, способствует его становлению как душевно богатого человека, стимулирует потребность в постоянном обучении как неотъемлемого имманентного свойства личности. Наконец, праздник, как некоторый иной способ жизни, как способ, который есть дополнение и с другой стороны противоставление будню, есть тот дар души, который человек в детском возрасте может так глубоко, так искренне, так богато воспринять и передать другим. Становление во взрослого.
Что это? Устранение детских недостатков или дальнейшее раскрытие душевных богатств ребенка. В Священном Писании, в частности в послании святого апостола Павла, мы находим не только, что, конечно, чрезвычайно важно подчеркивать достоинство детской личности, мы находим не только подчеркивать достоинство детской личности, но и констатацию ее несовершенства. Апостол отмечает непостоянство и нецельность детского ума. Цитата. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения». И конец цитаты Ефесянам, глава 4, стих 14. Также отмечает некритичность как следствие отсутствия зрелости и жизненного опыта. Конечно, период детства – это период становления, а следовательно и несовершенства. И что очень важно, возраст детства – это также возраст решительного, часто драматического сражения между добром и злом за душу человека. Названное выше дары детства совсем не означает свободу детской души от зла и нечистоты. К сожалению, ко злу, как и к добру, детская душа оказывается легко восприимчивой. Поэтому те запечатления добра, о которых мы с вами говорили, те дары детства, конечно, сочетаются, к сожалению, с дарами, с некоторыми восприятиями зла в ребенке. И поэтому так важно нам осознать, что путь ко взрослости – это путь утверждения в добре, путь очищения, искоренения всяких страстей, которые есть в детской душе. Когда мы задаем себе вопрос, что есть взрослость, то, конечно, чисто психологически мы часто воспринимаем взрослость как отсутствие тех детских недостатков, которые видимы в детях. Это, как мы уже отмечено, уже некоторая легковесность, некоторая поверхностность, незрелость, переменчивость, непостоянство, нетвердость, неосновательность, неответственность. Но с другой стороны, мы часто под взрослостью понимаем некоторую, скажем так, излишнюю серьезность. Часто воспринимаем некоторую неспонтанность и некоторое утверждение свое, некоторая консервативность. Является ли это, собственно, теми качествами взрослости, которые делают человека взрослым? На наш взгляд, взрослость совсем не в этом. Взрослость, по-видимому, в готовности, способности к принесению испытаний, нагрузок, ответственности. Это есть видимое качество взрослого. Но кроме этого видимого качества взрослого, есть также и внутреннее качество взрослости, которое тоже появляется уже с жизненным опытом и уже проявляется в некотором развитии, при некотором развитии личности. Это способность к рефлексии и трезвение, то есть трезвое, объективно ценение собственных возможностей. Трезвение, слово трезвение, подразумевает некоторый духовный аспект человеческой личности. Это очень важное качество взрослости, потому что трезвение означает смиренное понимание ограниченности собственных возможностей. Ну, и поэтому это духовное измерение одновременно означает и твердое упование на Бога для трезвого человека, вера в то, что Он восполнит нашу неполноту. Таким образом, говоря о взрослости, мы понимаем взрослость не как отрицание тех даров детства, а как их истинное, глубокое жизненное развитие. Взрослый обретает опыт восприятия людей и восприятия ситуации. Но этот опыт, новый опыт восприятия людей и ситуации не отрицает ту открытость и спонтанность, не отрицает ту готовность воспринять другого, который человек имеет в детстве. И поэтому так можно сохранить те качества, которые есть в церковной традиции, доброй традиции общества, которые позволяют нам соединить добрые качества взрослого с добрым качеством детства. Какие же это добрые традиции, добрые навыки? Во-первых, можем говорить здесь о готовности к ученичеству, как очень важном качестве взрослого человека. Взрослый человек – это люди, который уже считает, что он уже научен, что он уже все знает и понимает. Это тот человек, который, как уже было сказано, понимает свою ограниченность, и поэтому имеет острое понимание ответственности в своем дальнейшем обучении.
Продолжается эта способность к ученичеству как способность к учительству, потому что взрослый человек не только учится, но он и себя чувствует призванием учить. Не как тот, который самоутверждается в своем учительстве, а тот, который понимает, что учительство есть необходимое продолжение служения взрослым, необходимое важнейшее передавание другим поколениям того опыта, того умения, которое восприняло предыдущее поколение. Когда мы видим взрослых людей, которые сохраняют детство в своей душе, как правило, их качество является некоторая склонность к юмору, даже к самоиронии, жизненная радость и готовность как бы видеть в другом такого же ребенка, какого он имеет в себе. И такие люди есть большой дар церкви. И мы, когда встречаем описание святых людей, того же преподобного Серафима Саровского или других святых царств Орденских, мы видим, как легко им с детьми и как дети воспринимали их совершенно равными себе. В этом тоже понимают правильное отношение в семье. К сожалению, мы потеряли сейчас традиции православных семей, христианских семей, для которых многочадие, то есть трое и более детей, было естественным проявлением семейной жизни. Там, где взрослые часто встречаются с детьми разного возраста, там, где есть постоянное общение поколений, не только между родителями, детьми, но также между бабушками, дедушками, детьми и так далее. Там есть постоянное обновление взрослого в его связях из детства. Мы знаем, что в хороших традициях христианских, как православие, так и не только православие, монахи тоже сохраняют опыт встречи с детством, потому что монахи общаются с детьми как учителя, монахи сохраняют свои связи с своими родными, племянниками и другими родными. И монахи могут быть восприемниками, когда они обретают духовных детей. И общение с детьми, не только с крестными детьми, но также и с их чадами, тоже обновляет их открытость и готовность общения с детством. Наконец, завершая этот доклад, мы хотели сказать, что если мы хотим быть взрослыми, то мы должны понять, по-настоящему стать взрослым можно только сохранив детство. Спасибо.